Здравствуйте. Сегодня посмотрим еще пару фрагментов ну, давайте вот перевод основным классом. Ну, давайте буду говорить все-таки первой лиги. Это клубного чемпионата Нидерландов. Первая очень интересная идея в партии Стивен Вайкер с Ситце Нагелом, ну, может, неправильно назвал фамилии, ну, тогда вот посмотрите в ПДНах. Давайте посмотрим быстренько партию, и достаточно быстро вот эта идея получилась. Вот такая вот позиция, так, достаточно остро играли, обоюдный кол. И вот позиция получилась. И на 31 сделали ход, вроде бы такой незаметный ход, неприметный. Будет, наверное, думали, очень интересная игра с особой бортовой. Но вот здесь, конечно, надо было 8-12. Возможно, что так. Ну, не знаю, может 48-43. То есть такие планы. Можно 44-40 и так далее. Ну вот здесь вот давайте поменялись. И я хочу, чтобы вы тут пару секунд подумали. И вот здесь вот такой неожиданный ход. 47-41. Что делать? На 31-36 идет вот эта вот идея сразу. Видите, такой неожиданный, абсолютно неожиданный ход. Давайте даже 2 плюса поставлю. Было 11-17. Ну, идея такая же. Тут различия нету, потому что я грожу здесь выиграть шашку. Надо все-таки заходить на 36. И вот 44-40. Получается лишняя здесь шашка. Ну и в конце концов, конечно, вот они здесь не в конце концов, а достаточно быстро выиграли тут. Вот такая идея, то есть провели просто еще дополнительную комбинацию. Ну, вот такая вот симпатичная идея, конечно, неожиданно очень 47-41 и очень эффектный ход, я бы сказал. Далее партия вот Эдуарда Аутара. Он играл белыми с Стевеном Денхолландером. Ну, то есть Стевен у нас часто здесь на ютубе партии его, я имею в виду, фрагменты его партии часто достаточно появляются на ютубе. То есть интересно он играет, как я уже неоднократно говорил. А вот я думал, что Эдуард Аутар практически не играет. Ну, это вот моя ошибка была. Я посмотрел крупные чемпионаты Нидерландов, то есть это суринамский шашист. Я вот не знаю, но мне что-то кажется даже, что он, наверное, все-таки уже и в Голландии очень давно живет почему-то. Но это мне может прояснять чуть-чуть информацию, вот люди, кто играет за клубы. Ну вот почему я обратил внимание особое, потому что смотрел я вот чемпионаты мира именно 80-х годов, то есть играл на этих чемпионатах мира и достаточно успешно играл, и как-то вот одно время, либо я с кем-то просто перепутал, наверное, его, то есть он как-то вот совсем, то есть исчез чуть-чуть, можно сказать, вот с такой активной игры, наверное, будет более правильно, то есть выражение, наверное, вот с активной, да, но я почему-то думал, что он вообще не играет, но вот я посмотрел за последние годы, то есть уже и в 19-м, 18-м, 17-м, вот в клубном чемпионате Нидерландов играл. То есть я там дальше не смотрел, но вот, по крайней мере, человек играет, и, как я уже говорил, вот ранее, посмотрите, даже если кого интересует вот партии, в 80-х годах он играл на чемпионатах мира и достаточно неплохо играл. Так, ну давайте посмотрим его партию. Здесь ничья была, но здесь интересный момент от Стивена Денхолландера, то есть он, наверное, видели, может, они вместе, но вот на турной базе написал он. Конечно, вот эти вот всегда есть варианты. Интересная достаточно. Ну, можно куда-то на 30, можно на 29 и далее. Здесь так, сюда. Ну и вот, допустим, сюда и сюда. Вот
эти вот варианты есть. То есть здесь такая достаточно интересная позиция была бы, наверное. Тут менялись бы нам 38 и сюда, либо как-то каким-то образом 38, ой, 39, извиняюсь, 38 играли. Но вот позиция такая нестандартная, совсем бы нестандартная была. Ну вот, пошли таким образом. Но сейчас полностью подвязать белым не удается, то есть вот мы похожие позиции, наверное, смотрели вот пару дней назад, как-то попадается рогатка, часто попадалась, точнее сказать, вот как-то начали, можно сказать, ну не начали, да, Шварцман там, когда играл, конечно, он давно партию совсем играл, ну начали, давайте будем так скажем, я начал смотреть эту рогатку, мне начали попадаться позиции с рогаткой. Здесь хотят разменяться, естественно, убирают шашку, чтобы не разменялись, и вот эти вот шашки остаются. То есть здесь все стандартно. Откуда вперед никуда черным здесь не выйдешь, потому что будет 49, 44, 39, 33. Вот такая вот идея. Меняют потихоньку. Ну, то есть стандартные, все стандартно достаточно. То есть 39, 33 делают для того, чтобы 13-19 пошли, вот с этой вот идеей 27-21, но это уже неоднократно говорю. Идея вот эта вот практически одна из основных в рогатке, чтобы вот давать именно 13-19 и вводить отсюда шашки. То есть 10, 35, 35 могут разменяться где-то. Ну вот здесь Стрэнтон Холландер не дает меняться, и 30-24 тоже такой интересный ход, но в принципе он достаточно логичный, потому что как-то не совсем здесь красиво выглядит покуда шашка, и здесь вот движения нету, поэтому я считаю, что это хороший ход. Он именно позволяет больше как-то маневрировать белым на фланге. Вот единственное здесь момент, здесь вот единственный момент мог быть. Здесь напасть 14-19. То есть туда как-то неохота 40-34. Даже здесь пойдут 13. Ну давайте посмотрим, наверное, вот эти ходы. Так, ну, наверное, все-таки 13-19. То есть если 37, то получается 19-24. Давайте посмотрим. Так, 19-24 у меня есть нападение, но тогда не будем, ну, 15-20. 41, 10, 14. Ну, я, честно говоря, не знаю, тут 2-8, ну, получше, конечно, позиция, у черных получше явно позиция. Здесь совсем фланга нету у белых. Поэтому вот, наверное, 40-35 наиболее логичный ход. Но вот здесь вот, конечно, 2-8 и получается, что 37-32 и 16-21. Вот здесь вот позиция, кстати, мне больше нравится за черных, то есть фланга у белых нету, и я думаю, что вот эту позицию, наверное, ну, могли они играть все-таки. Хотя вот здесь вот определенная проблема есть с развитием у черных этого фланга, но я не думаю, что они тут достаточно серьезные, и вот получается такая позиция, что здесь вот как раз то большая проблема у белых. Вот я думаю, что он может Стивен именно упустил вот эту возможность. Он пошел 23-28, 39 и 13-19. Ну, то есть он хотел избавиться от этой рогатки. Ну и дальше вот интересная позиция, кстати, вот почему мы смотрим эту партию, интересная достаточно позиция возникла. То есть здесь 43-38. Интересный момент был на 31-27, как бы пошли за черных. Ну вот 23-29 получается. И куда бы ни били, если на 4, то вот эта комбинация на 46. А если на 3, то получается вот эта простенькая комбинация. Так, но мы еще смотрим не ради этого. 41-37. Ну вот такой ход интересный. Не знаю, может я бы пошел 40-35 все-таки здесь в этой позиции.
покуда сюда не пойдешь, здесь тоже 12, 18, наверное, 32, 27, ну, может, он не самый логичный ход, конечно. Почему? Потому что на 8-13 все-таки есть даже такие ходы, и потом 35-30 подхват. Ну, вот да, вот эти вот, наверное, идеи. И потом 35-30. Ну, интересно здесь бы позиция была. Вот здесь 33-29 тоже все интересно. 19-24. И вот если сюда, вот здесь вот интересный момент, да, ради которого я хотел еще посмотреть вот эту партию. То есть Стевен, наверное, все-таки я правильно не прав. То есть, если он меня смотрит, то он мне, наверное, извинит. Но, надеюсь, он меня не смотрит. То есть, я чуть неправильно его, конечно, имя называю. Дэн Холландер. Вот он показывает на турной базе интересные достаточно варианты. То есть, здесь вот такой вот удар, то есть вот такие удары. Ну, это еще вот, ну, я чуть, может, не туда побил, я извиняюсь, но не прав, я абсолютно с боем был. Да, наверное, вот этот бой, конечно, естественно. И здесь вот этот вариант надо ходить. Дальше. Еще есть бой, так. Да, на 33, на 3. Что-то я еще хотел показать. Здесь еще есть такое, да. Это вот Стевен показывал. Почему я просто хочу все показать, то, что он показывал. Именно на турной базе. Спасибо турной базе. Вот они комментарии выставляют, голландцы именно. И вот оттуда, конечно, можно смотреть. Вот я сейчас вот ищу партии, честно скажу, то есть смотрю на комментарии и ищу, какие были интересные партии. То есть все партии подряд я не просматриваю, к сожалению, нет времени. Может, и надо было что-то посмотреть, но вот нет времени. Поэтому спасибо сайту турной базы. Ну вот такие вот идеи. То есть есть 23-29. Вот этот вот вариант с комбинациями. И есть 11, и есть вариант 11-17 тоже вот с комбинациями. Ну, я считаю, вот эти вот моменты будут вам полезны. А здесь 40-35 было, 14-19, 35, ну и просто поменялись 19. Ну, естественно, ничья здесь, согласились уже. Итак, это был чемпионат Нидерландов, клубный чемпионат Нидерландов, первый тур. Это вот основной класс, как они, вот переводит у меня Google переводчик. Ну, давайте называть, как я уже сказал, буду первая лига. То есть там две первых лиги, как я уже говорил, вот в связи с коронавирусом именно по 8 человек играют. 8 человек. Кстати, я не знаю, наверное, первая лига все-таки тоже вот играли они по 10 человек, насколько я помню. Я вот не посмотрел, к сожалению, надо позже посмотреть, потому что мне кажется, что вот какая-то лига все-таки играла по 8 человек. Это надо вот, кстати, посмотреть. Я вот задался интересным вопросом, поэтому вот такой момент. Итак, до новых встреч.